Всем привет, меня зовут Мила и добро пожаловать на мой канал. Если вы подписаны на мой инстаграм, то знаете, я недавно покупала вот такой вот мех. И сегодня, наконец-то, мы будем шить из него шапку-ушанку. Я сделала лекала, вот они у меня здесь. А для вас я оставлю ссылочку для скачивания лекала в описании под видео внизу. И без долгих разговоров сразу же приступим к выкраиванию. И без долгих разговоров сразу же приступим к выкраиванию. Основа шапки будет мех, а для подкладки я возьму белый флис. На лекалах будет все написано, какие детали из меха, а какая из белого флиса. Перед тем, как выкроить, нам нужно обязательно проверить направление ворса. Шапка-ушанка будет у нас с ушками. Вот такие вот детали. Их тоже будем выкраивать из меха. Кусочки меха я никогда не выбрасываю, потому что они могут понадобиться для одежды, для кукол или что-то подобное. Так, выкраиваем из флиса подкладку, вот эту вот деталь, 2 штуки нам нужно будет. Давайте начнем соединять с подкладки, с флиса. Теперь нам нужно соединить, проложить строчку вот так вот. И отдельно соединить выточки. Вот так. Подкладку из флиса мы соединили, и теперь приступим к основной ткани, это мех. Давайте начнем с ушек. Вот эти вот детали с рассечками нам нужно сделать складку, вот так вот, и закрепить. Здесь то же самое. Закрепки я поставила, вот так вот. Теперь нам нужно взять другую деталь, которая без складки, и приложить их друг к другу лицом к лицу. И проложить строчку вот так вот. Здесь и на другом то же самое. Соединили. Это было нелегко, потому что все скользит. Вот так вот получилось. Теперь выворачиваем. И какая милота получилась. И прокладываем здесь вот строчку, соединяя, закрывая вот этот вот вход. Ушки пока откладываем. И берем основную деталь из меха. На основной детали внизу, вот здесь вот есть выточка. Нам нужно ее соединить. Складываем друг к другу и прокладываем строчку. Здесь и на другой стороне то же самое. После этого наверху у нас тоже есть вот такой вот разрез. Туда мы подкладываем ушко. На ушках есть удлиненный кончик. Это вот у нас. Вот у нас выточку. Я пока ее заколола. Нам нужно будет ее прошить. Ворс у нас идет вот так вот вниз, туда. И вот этим удлиненным кончиком ушки мы прикладываем к концу вот этого разреза. И чтобы складка смотрела вот сюда. Прикладываем. Накрываем другой стороной.
Здесь нужно быть аккуратней, потому что все скользит и не совсем удобно пришивать. Но нам нужно будет пришить вот так вот, чтобы ушко у нас было вот так вот в итоге. Ушко прикладываем на самый конец разреза, чтобы в готовой шапке ушанки у нас ушки были немного дальше друг от друга. И на другой стороне то же самое. Наши основные детали готовы. Вот у нас ушко получилось. И выточка. Вот так вот все выглядит. Теперь нам нужно положить эти детали лицом к лицу. Вот так вот. И прошить вот эту вот часть. Все заколем по кругу, потому что все ужасно сдвигается. Так, основная часть у нас готова. Мы вывернули. Вытащили иголкой мех в швах. И вот так вот у нас получилось пока. Теперь мы это откладываем. И берем вот эту вот часть, которая обтачка. Нам нужно вот эту вот переднюю часть обработать. Везде мех летает. С этой стороны округление, это у нас низочек. А здесь вот по прямой, это вверх. Нам нужно проложить строчку, соединив их между собой. Готово. Соединили. Швы я, кстати, беру сантиметровые, 0,7, 1 сантиметр. Дальше нам нужно вот эту обтачку соединить с подкладкой. Вот мы разложили обтачку, вывернули обратно подкладку, вот эту вот середину, состыковываем с серединой обтачки, закалываем. А эту сторону мы состыковываем вот с этой вот частью, закалываем. С другой стороны то же самое. И нам нужно будет проложить строчку, другую сторону то же самое. Вот так вот. Складываем подкладку и обтачку лицом друг к другу. Вот так вот. Готово. Вот так вот у нас получилось. Выворачиваем. Вот это у нас получается подкладка. Теперь нам нужно соединить подкладку с основой. Для этого основу выворачиваем. Вот так вот. На основу сверху укладываем подкладку лицом к лицу. Состыковываем швы, которые в центре наверху. Закалываем. Нужно будет прошить вокруг. Начиная вот от середины. Вот так вот. Сюда. Здесь тоже мы закалываем середину, совмещаем выточки швы и также прошиваем вокруг. Вот так вот сюда. И заканчиваем на середине, там, где начинали. Все это делаем аккуратно, никуда не спешим. Самое главное, везде вокруг заколоть, чтобы было удобно, потому что, так как здесь скользко, лапка, когда прошивает, вот эта ткань наверху немножечко свободная становится. То есть лапка толкает верхнюю ткань, мех, и в конце может выйти вот так вот. Верхняя длиннее, чем нижняя. Готово! Это было нелегко, потому что здесь... Вот здесь может быть перекос, поэтому нужно будет очень хорошо за этим следить. Перед тем, как мы вывернем, нам нужно сделать вот здесь вот рассечки. Для того, чтобы нам не мешало сделать красивый вал. Либо
просто отрежем шов немножечко. Так получилось. В другую сторону откромсали. Теперь на подкладке, на изнаночной стороне, нам нужно распустить немного, чтобы мы смогли вывернуть. Теперь выворачиваем потихонечку, никуда не спешим. Мы вывернули. Вот так это все выглядит. Вот это вот мы просто подгибаем внутрь сантиметровый шов и сверху прокладываем строчку. Либо вы можете потайным швом просто закрыть, чтобы не было видно строчки. Эту подкладку засовываем внутрь и расправляем везде швы. И наша шапка готова. Вот такую шапку-ушанку мы сшили, мне очень сильно нравится, и оставшуюся зиму я точно буду ее носить. В следующем видео у нас будет такие же меховые варежки. Также будут бесплатные лекала, я с вами поделюсь. Так что ждите и включите уведомления, чтобы не пропустить это видео. Лекала, как всегда, ждут вас в описании под видео внизу. Скачивайте в формате А4, склеиваете, вырезаете, и лекала готовы к использованию. Пользуйтесь на здоровье и обязательно отмечайте меня в Инстаграм и делитесь своими результатами. Вот мой Инстаграм, подписывайтесь, ссылка будет в описании. И на этом я с вами прощаюсь. До очень скорой встречи. Всем пока-пока.